Это ваша, что ли, женой? Моей. Низкий поклон вам. Спасибо за честь высокую. Только не могу я за вас замуж идти. Сосватная. Недаром зовут-то меня Марьей солдатской невестой. Ее жизнь была незаслуженно короткой, но 33 года, отмеренной судьбой, она прожила счастливо. Во второй половине прошлого века Татьяне Пискуновой прочили большое будущее и называли восходящей кинозвездой. Возможно, все бы так и сложилось. Не обернись поездка к родителям страшной железнодорожной катастрофой. Татьяна Андреевна появилась на свет в августе 1953 года в одном из сел Пермского края. Ее отец был военным и по долгу службы часто переезжал из гарнизона в гарнизон вместе с семьей. Отрочество и юность Тани прошли в Псковской области. Здесь, в городке Опочка, девочка впервые записалась в театральный кружок и приняла судьбоносное решение однажды выучиться на артистку. Высшее образование Татьяна получила в Ленинградском институте театра, куда словно играючи поступила с первой попытки. Мастером курса, на котором обучалась девушка, был народный артист СССР, орденоносец и лауреат государственных премий Игорь Горбачев. Опыт работы на сцене Пискунова приобрела еще до поступления в вуз. Сразу после школы она трудилась в кукольном театре Пскова. В 1971-м девушка перешла в труппу Опочецкого народного драмтеатра, где в образе принцессы появлялась в спектакле «Голый король». Окончив институт, Татьяна жила и работала в Ростове-на-Дону. Сперва ее приняли в коллектив местного ТЮЗа. Некоторое время спустя Пискунова перешла в Академический драматический театр имени Горького, где помимо участия в постановках вела курсы актерского мастерства. Фильмы. Кинокарьера артистки насчитывает всего 3 фильма. В 1972-м она дебютировала в детско-юношеской картине Григория Аронова «Пятая четверть». Ее героиней стала молодая женщина Тамара, супруга строителя ГЭС Леонида Зорина. Ну кто знает, что это? Эх вы! Это вальс Грибоедова. А меня как раз из школы имени Грибоедова выгнали. Он еще и великим композитором был. Через пару лет свет увидела лента «Иван да Мария». В музыкальной сказке, снятой Борисом Рыцаревым, Татьяна появилась в образе невесты крестьянки Марии. На главную роль невесты бравого солдата Ивана Борис Владимирович утвердил Пискунову без единой пробы. Конкурента к русоволосой улыбчивой красавице просто не нашлось. Постой. А как ты сюда попал-то, а? Я тебя вызволять прибежала. Да ты что, милая ты моя. Тут же кругом темень, сырость. Разве можно? Вон дрожишься. Ноги-то небось промочила, а? Ну-ка идем. Ну-ка садись. Вот так. Ну так и есть. Сапоги-то мокрые. Да я не от сырости дрожу, а от страха. В 1976-м актриса появилась на экране в последний раз. Она снялась в крошечном эпизоде исторического сериала «Сибирь». В титрах ее фамилия не фигурировала. Мужем Татьяны Андреевны был артист, а в прошлом однокурсник по институту Игорь Ливанов. Супруги прожили в браке 12 лет, вместе учились и вместе работали. В 1979-м у пары появилась дочь Ольга. С рождением ребенка Пискунова больше сосредоточилась на игре в театре и преподавании, а Ливанов начал делать уверенные шаги в кино. Так продолжалось до трагического 1987 года. В начале августа 1987-го Татьяна с дочкой решили навестить родителей актрисы. Глава семейства в эту поездку отправиться не смог. До Пскова мать и дочь добирались по железной дороге. Еще не покинув пределов Кубанской земли, случилась страшная катастрофа. Их пассажирский поезд столкнулся с тяжелым грузовым составом, у которого отказала тормозная система. Более сотен пассажиров, в том числе Татьяна и Оля, погибли на месте. После опознания тела мамы и дочки перевезли в Псковскую область и захоронили на Покровском кладбище Опочки. Над их могилами установлено общее надгробие с поэтическими строчками Александра Кочеткова «С любимыми не расставайтесь».